А мы поговорим о том, что Феликс, несмотря на свой позитивный имидж, может быть не таким уж и хорошим другом. На самом деле его действия часто говорят об обратном, и Ромеликс гипотетически один из самых токсичных шипов. Потоксичнее, чем Пиковару и Варузонт. И нет, не кликбейт, я действительно так думаю. Ох, чувствую, всех бомбанет. Возможно, я сильно предвзят к Феликсу, так как его показывали намного больше, чем моего любимого персонажа Ромео, но тот же зонтик у меня не вызывает подобных неприятных чувств. Тем не менее, я очень хочу подсветить некоторые вещи, которые сильно мешают хорошим отношениям с Феликсом. Давайте начнем с вопросом о том, что такое хорошая дружба, ну или крепкие отношения. В обоих отношениях важно доверие, честность, открытость и принятие. А по секрету скажу, Феликс проебывается сразу по 2 пунктам. Где? Ну... Так, давайте выясним. Я буду брать ситуации как из сериала, так и из комикса, так как гипотетически персонажи имеют один и тот же характер, но разные обстоятельства. Так что, думаю, это справедливо. Даже если вы так не считаете, доказательств из обоих источников, как по мне, достаточно. Давайте разберем неочевидный пример с камерой из серии с Новым годом. На протяжении всей серии Феликс показывает свои архивы с клонами. А это что? Наш общий видеоархив! Это сборник совместных воспоминаний. Что с ней не так? Ну, на первый взгляд, идея кажется безобидной и даже милой. Однако, присмотревшись, можно увидеть, что Феликс часто снимает клонов в неподходящие моменты, не спрашивая их разрешения и нарушая их личное пространство. Например, пока все остальные готовятся к празднику, Феликс по сути бездельничает, снимая всех без их ведома. Случай с Зонтиком и Пиком – это прямое нарушение конфиденциальности, так как они не давали согласия на съемку, тем более в такой волнительный момент. А потому лично я очень хорошо понимаю злость Пика, и, смотря серию, мне было скорее жалко Пика, нежели смешно с данной шутки. Не подумайте превратно. Сама идея с видеоархивом очень милая и даже благая. Как я уже отмечал, отлично. Проблема в исполнении. Со всеми клонами, как по мне, Феликс мог вполне себе договориться. Ромео, Данте, Габриэль и Зонтик в принципе не отказались бы. Ромео в силу своей любви к красоте, Зонтик из своего характера. Ну а бубновые мне даже объяснять не надо. Они оба человые парни и точно против не будут. С Курамаку, мне кажется, серия и так объяснилась, ведь Феликс уже снимал, как Курамаку, пусть и жульничая, побеждает Федора. Единственное замечание Феликсу, по сути, было «не мешай», что справедливо с учетом того, что он пихал ему камеру прямо в лицо, явно мешая увидеть доску. С Пиком, мне кажется, было бы не так трудно договориться, если бы тот пошел через его увлечение. Например, Феликс мог бы предложить, типа, «Гой, я засниму тебя на байке». Не думаю, что Пик бы отказался от столь любопытного предложения. С Вару, пожалуй, сложнее всего, но он сам себе хороший видеоархив снимает. Я не знаю, догадались ли вы, к чему я клоню или нет, но озвучу прямо. Феликс не умеет учитывать чужих потребностей. Феликс скорее стремится за внешним фасадом благополучия, нежели глубинным. Если вам нужен пример из ЗК, то это, очевидно, строй государства, где Феликс игнорирует потребности людей, просто заставляя их улыбаться. Также, как пример подобного, я могу привести предательство Феликса в Федор на 9, когда он, по сути, принял решение заключить обратно всех карты, без учета мнения остальных. Да, справедливо будет сказать, что ситуация была явно нестабильная, надо было думать быстро и все такое, но, как по мне, случай все равно любопытный. Если так подумать, то Феликс не очень чутко относится к нуждам другим, то можно представить, что и с принятием у него все не гладко. Твердить примерами, увы, не могу, так что это пока просто мысли или же как угодно теория. Однако могу с относительной уверенностью говорить о его надменном отношении к другим. Вару в «Земле королей», как по мне, очень четко описал Феликса, а именно того, кто готов на убийство, лишь бы доказать свою доброту. Ну или, как написано на развороте комикса, «добро с кулаками». Феликс чуть ли не прямо говорит, что хочет помогать другим, и в принципе делает это. Все бы хорошо, но как бы такое ярое стремление помогать против воли уже подразумевает, что Феликс видит себя выше остальных. Если проще говорить, надменно.
Мол, они такие немощи без меня, лол. Единственный пример сериала, который я могу, правда, вспомнить, это опять же та ситуация с камерой, ведь Феликс, ни с кем не посоветовавшись, сам решил как лучше. Но это пример относительно безобидный. А вот в ЗК... Ух. Я надеюсь, вы все помните, что произошло во второй части 5 главы. Вся глава занимает 217 страниц, а если вычесть обложку с дисклеймером, 215. Фелиция с Вероной занимает примерно половину от этого хронометража, ну а Феликс находится в Вероне на 15 страницах. Зачем я акцентирую внимание на количестве страниц? Чтобы вы осознали, что на первых страницах Феликс приезжал в Верону, дабы отдохнуть и, возможно, попросить совета у Ромео. Ибо, кто знает, а на последних уже нес свою речь о том, какой Ромео слабак и дебил и распроебал страну. А вот я, смотри, лучше и сильнее, явно игнорирую тот факт, что его страна летит в пизду, называемым экономическим кризисом и сраным голодом. Причем я не утрирую, так и есть. Я просто могу поставить все эти 15 страниц друг за другом, и мне кажется, вы осознаете, насколько это внезапно было лично для меня, как для читателя. Да, я прекрасно знаю, что между первыми и последними страницами прошли недели, а возможно и месяцы. Но не находите ли вы все еще это маленьким сроком для столь огромных метаморфоз? А что если я скажу, что метаморфоз вообще не было? Что если Феликс и так считал себя лучше, чем остальные? А если я покажу вам вот этот кадр? Заметьте, Феликс говорит не просто, мол, вы против всего хорошего и за все плохое, в том смысле, что они против идей. Нет, тут акцент на то, что те против него пошли. Него великого. Будто те два школьника должны были подчиняться ему лишь от факта одного его существования. Ладно, все мы люди. Значит, Феликс, помимо своих отрицательных сторон, будет иметь и хорошие. Например, то, что он действительно искренне хочет счастья и мира. Просто плохо понимает тот факт, что нужно идти не из внешнего, а из внутреннего. Словно это твоя тетушка, которая пытается наладить с тобой отношения и устраивает семейный праздник, заставляет тебя петь, но как будто бы не понимая, что это не решает проблему. Вот. Его настойчивость и агрессивность на самом деле могли бы быть и положительными качествами в правильном ключе и в правильном месте. В продажах, например, может быть, в полиции, охране, не знаю. Ну, при желании можно придумать, где действительно он мог бы быть полезен. Однако, как по мне, характер Феликса очень сильно конфликтует с характером Ромео. Ни для кого не секрет, что Ромео гедонист. Тот, кто ценит удовольствие, любовь, искусство и другие подобные высокие материи. Самая первая, как по мне, очевидная проблема — это то, что Ромео просто-напросто не нужны лекции Феликса о том, что такое счастье и каковым оно должно быть. И уж тем более, как оно должно выглядеть. Более того, они в каком-то смысле ему вредны. И не надо делать вид, словно Феликс может научить ответственности Ромео. Очевидно, что это не так. Мы привыкли, что обычно токсичность шипов в фандоме проявляется крайне очевидным образом через физическое насилие, издевательство или психическое насилие в самых ярых и самых жестоких их проявлениях. Вару Пик в своем токсичном проявлении, которое может быть и милым, это когда Вару доводит своими выходками Пика до белого коленя, а Варузон — это когда Вару бесконечно задирает зонтика, словно школьник, дергающий милую одноклассницу за косички. Но что делает Ромеликс по-настоящему пугающе любопытным, так это то, что токсичность здесь не бросается в глаза. Она скрыта под маской благожелательности Феликса. Просто взгляните на гипотетическую ситуацию. Феликс и Ромео пытаются распланировать совместную жизнь, что, в общем-то, обычно для пар. Феликс с общим представлением счастья представляет себе будущее в семье, возможно, детях и некоторой обычности. В общем, все консервативно. Ромео уже видит собственное счастье в свободной от обязательств жизни, с кучей партнеров и вечеринок. Также вряд ли он выберет самую обычную для парня сферу работы. Зная Ромео, скорее всего, он бы выбрал что-то из бьюти-сферы, или он был бы переводчиком, писателем, поэтом, а то и моделью, что летает по разным выставкам. Ну, то есть, даже при огромном желании они бы не ужились друг с другом.
И как по мне, огромнейший намек на подобные ситуации как раз-таки является ситуация с тем, как Феликс пренебрежительно говорит по поводу разгульного образа жизни Ромео в конце 5 главы. Ну или второе. Представьте, Ромео хочет пойти на вечеринку, чтобы встретиться с новыми людьми. Там, завести новые знакомства, вы понимаете. Феликс из лучших побуждений пытается его отговорить, говоря, что это нездорово, что они какие-то плохие, и что Ромео должен быть более ответственным. Сначала это может показаться заботой, но со временем это превращается в контроль и лишение Ромео его собственной свободы и индивидуальности. В-третьих, вы помните, как извиняется Феликс? Лично я в сериале не могу особо припомнить, чтобы он за что-то извинялся. Хотя по-хорошему можно было бы извиниться за тот разбитый стол в серии с супом и за съемку в неподходящий момент. Зато в ЗК я могу провести как минимум несколько примеров того, как Феликс извиняется. Но вы знаете, я читаю извинения Феликса и настолько не верю в то, что он действительно понял, в чем ошибся и собирается это исправлять, что я напрочь забыл, что он вообще извинялся и неиронично считал до поиска хоть каких-то аргументов, что он вообще не извинялся. Наверное, мне так казалось из-за формулировок, которые он использует, ведь они триггерили меня на собственные воспоминания, когда папа приносил извинения за маму, а после тут же просил понять ее. Стоит ли говорить, что я это особо из-за извинения не считаю? И не считал тогда. Так вот, если вы будете читать между строк, то поймете, зачем я это рассказал и о чем я вообще говорю. Самое первое извинение в 5 главе звучит на собрании правителей. По сути, тогда Феликс извиняется за то, что уснул. Извинения явно не самые сильные из-за ненужных оправданий, но и не самые проблематичные, как будто бы. Я бы даже сказал, что из 3 извинений, которые я сейчас буду разбирать, они самые лучшие, так как они короткие, относительно лаконичные и по делу. Вторые извинения в главе – это извинения перед редактором, которого он же и посадил в тюрьму. И тут, думаю, даже по лицу Феликса все очевидно. Честно, каждый раз, когда я читаю эту часть комикса, хочется перелистывать от того, насколько же неправильно выглядит вся эта ситуация. Объясню. В ситуации с редактором Феликс, по сути, говорит: «Простите меня за то, что посадил вас в тюрьму, но, пожалуйста, поймите, я делал это ради всеобщего блага и потому, что у меня лапки. И, пожалуйста, не пишите больше гадостей о моем правительстве». Это не извинение. Это манипуляция. Также Феликс как будто говорит редактору: «У тебя есть выбор – принять мои извинения и молчать или остаться в тюрьме». Это не выбор, это ультиматум. И именно поэтому его извинения не имеют никакой ценности. Напомню, цель извинений – это признать, что ты ошибся, и постараться больше так не делать. Или даже исправить последствия. А извинения перед редактором явно показывают, что он в упор не видит свои ошибки. Извинения Феликса же – это ёбаный коктейль из искреннего раскаяния, самооправданий и манипуляции. Именно поэтому редактор, как и я, не верит ни единому ему слову. Потому что извинения, которые сопровождаются требованиями, так та папина просьба понять маму, это вообще не извинения. На данный момент в последний раз Феликс извинялся перед Францем, на котором ранее решила пробовать чудо-технику, и бедолага слег в больницу от такого мощного удара током. Феликс прямым текстом обещает все изменить, но верим ли мы, как зрители, в то, что он говорит? Отменит ли Феликс цензуру? Ебанет ли Феликс дождем по своей буквально пустынной стране, закрывая освещенное солнце? Будет ли он хоть как-то бороться со своим садизмом? Что-то мне подсказывает, что вряд ли. А теперь представьте, если Ромео в данных отношениях попросит у Феликса извинения. Мало того, что он их толком не получит, так еще и с вероятностью 20, а то и 60% он будет избит, ибо, если вы помните, то Феликс очень легко вспыхивает злостью от обвинения в свою сторону. Что в сериале он упоминает о своих проблемах с гневом, что в комиксе это довольно-таки очевидная вещь. Ладно. Даже если убрать физическое насилие со стороны Феликса, то ситуация лучше не становится. А в каком-то смысле становится даже хуже. С учетом того, что мы ранее разобрали, Феликс фактически на все 100% будет иметь навязчивое желание осчастливить Ромео,
Ну а его неспособность принять Ромео таким, какой он есть, его вспышки гнева, его скрытая надменность, это все создает атмосферу контроля и давления, которое может быть даже более разрушительным, чем явное насилие. Ибо такое насилие заметить намного сложнее, и уж тем более намного сложнее уйти. Ибо что-то мне подсказывает, что Феликс вполне себе может использовать газлайтинг, что как бы очень сильно усложняет ситуацию. Для свободолюбивого и особенного Ромео это сродни смертному приговору. И что грустно, в этой динамике Феликс почти всегда в позиции сильного, а Ромео в позиции слабого. Ромео, несмотря на свой гедонизм и извращенность, вряд ли причинит Феликсу преднамеренное зло, даже в виде домогательств, как любит изображать фандом. Также он не будет его унижать или подвергать физическому насилию. Он может быть незрелым, легкомысленным, нарушать обещания, бросать, изменять, но он не злой. Это скорее его часть характера. Да и к тому же, давайте будем честны, он не скрывает своей некоторой полиаморности, что ли. В том же ЗК он чуть ли не лекцию выдает об этом. Да, можно сказать, что измены тоже плохо, что нарушение обещаний, возможно, тоже плохо. Однако, давайте просто сравним, что с одной стороны у нас есть полное уничтожение индивидуальности партнера, возможно, физическое насилие, газлайтинг, надменность, а на другой чаше весов просто измена. В таком случае это даже в каком-то смысле благо, что ли? Не знаю. Ну вы поняли мысль. Тут весы явно перевешивают в сторону Феликса, как ни посмотри. И нет, не надо мне говорить о том, что Феликс ради отношений поменяется, что он будет более дружелюбен к Ромео. Это и так понятно. Дело в другом. Того же партнера многие те же девушки выбирают потому, как парень относится к животным. И если он к животным относится жестоко, а в данном случае Феликс относится жестоко к другим людям, к своим друзьям даже в виде Франца, то что уж говорить о Ромео? Что его будет останавливать? Ну, по сути, ничего. Вообще ничего. Пожалуй, единственный расклад, при котором ромеликсы будут стабильны, милы и здоровы, это если Ромео будет честен и более надежен в плане того, что не будет таким ветреным, что ли, а Феликс перестанет быть Феликсом. Ибо то, что я перечислил ранее, это довольно-таки большая часть его личности, которую выбросить просто так не получится. Однако, тогда это уже не совсем ромликсы. Нет, я не собираюсь запрещать кому-либо рисовать что-то милое, ибо кто я вообще такой и судьи кто. Я сам люблю этот шип. И любил, и люблю в разных его проявлениях. Я просто высказываю мнение, и, вероятно, при просмотре этого часто милого шипа будет появляться мысль о том, что это немного сюрреалистично. Что ж, на этом у меня все. Мне больше нечего добавить.